Всем привет! Лето, жара. Давайте поговорим, как помочь фиалке пережить летнюю жару. Так как повышенная температура может губительно сказаться на фиалках, и дело даже не в цветении, а в общем состоянии фиалки. Сердце фиалки — это корневая система, поэтому она должна быть в отличном состоянии. Будет в порядке все с корневой, будет в порядке все с фиалочкой. Итак, во-первых, если фиалки стоят на подоконнике, то обязательно их нужно притенять от солнечных лучей. Сейчас у нас уже вечернее время, и я их уже как раз прираскрыла. Вот солнце уже не такое палящее, не такое агрессивное, и фиалочки уже раскрыты. Я уже показывала, чем я прикрываю фиалки. Это сделанные своими руками жалюзи. Ну, можно использовать все, что угодно, все, что есть под рукой. Это может быть пленка светоотражающая или просто светлая бумага. Во-первых, температура будет немного ниже на подоконнике, и от нагретого стекла уже не так будет отходить тепло на фиалке от раскаленного стекла. И к тому же солнце не будет обжигать нежные листики фиалочек. Во-вторых, фиалки очень сильно пересыхают в жару. Поэтому корневая может пострадать, может пересохнуть. И корни полноценно работать не будут. Поэтому нужно всегда поддерживать земляной ком в слегка влажном состоянии. Листики будут упругие, тургор будет хороший. Если листья вянут и теряется упругость, причина в корнях. Либо корни, как я уже сказала, засушены, либо корневая просто начинает загнивать от перелива. То есть фиалочкам дается слишком много воды. Поэтому это очень важный момент. Как я уже сказала, корни — это сердце фиалки, поэтому нужно внимательно за этим следить. Далее, в сильную жару я не удобряю намеренно фиалки для цветения, так как жара, ей трудно усвоить питание в разгар лета. Корневая должна будет потрудиться, чтобы усвоить все микроэлементы с удобрения. Это непросто. При повышенной температуре это может сказаться негативно, и корни просто сварятся. Если фиалке комфортно, она сама зацветет и будет радовать вас цветением. Если что-то не так, она просто будет сбрасывать цветоносы. Они будут засыхать, не распустившись. Это значит, что фиалка в стрессе и ей не до цветения. Поэтому лучше не перегружать подкормками корневую. Конечно, если фиалочка болеет, если она чем-то поражена, если фиалочка ослаблена, то цветоносы нужно убирать однозначно, так как они будут тянуть лишние соки с фиалки. Как еще помочь фиалочкам? Как вариант, можно повысить влажность воздуха. Можно расставить поддоны с водой или, например, поддоны с керамзитом. У меня есть мини-увлажнитель. Так, сейчас покажу поближе. Возьму. Вот такой вот мини-увлажнитель. Это такой плавающий маленький увлажнитель
кладется в любую емкость небольшую, в стакан с водой. И вот на подоконнике как раз вот можно увлажнять воздух. Очень удобно. Когда очень сильная жара стоит и сильная сухость воздуха, то очень помогает. Так как солнце у меня не целый день попадает на фиалки, я их притеняю, создаю подходящие условия, которые я перечислила, то проблем нет. Но если у вас солнце практически до вечера и сильно нагревается все на подоконнике, как вариант, можно поставить фиалки возле подоконника. Если их немного, если коллекция небольшая, можно составить их либо возле, либо на пол, на рассеянный свет, и не будет такого нагрева от стекла нагретого исходить, и не будет прямых солнечных лучей. Это как вариант. Также можно кондиционировать воздух. Отличный вариант, если есть кондиционер. Можно воспользоваться также вентилятором, только не на сами фиалки направлять поток воздуха, а просто его как бы гонять по комнате, и тем самым будет уже легче. Вот это основные нюансы. На этом я буду заканчивать. Всем отличного настроения, позитива. Если вы не подписаны, оставайтесь. Оставляйте свои комментарии. И до новых видео. Всем пока!